Привет, с вами канал Самый-Самый. Сегодня в первой части нашего обзора я расскажу вам о 6 культовых игрушках на ПК, которые потянет любой комп начала или середины нулевых. Досмотрите видео до конца и вас накроет ностальгия. Уверяю, вы всплакнете о былых сражениях, великих победах и завоеваниях, которых так не хватает в офисной скучной жизни. После ролика качайте игрушку из списка и как следует потребите мозги вашей машине. К каждой игре описывать требования не буду, взял запасом, ориентируясь на игры до 2005 года. Процессор 2,8 ГГц, оперативка 1 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce FX 5200 или лучше, с поддержкой пиксельных шейдеров версии 2.0. Первая в списке Diablo 2. Игрушка в жанре экшен-РПГ в стиле темного фэнтези вышла в 2000 году. Настоящий олдскул, но до сих пор не отпускает многих игроков из своих сетей. Запустить можно на Pentium 233, то есть чуть мощнее Тетриса нужна машина. А когда-то такие компы были на вес золота. У самого был первым пень 166 MMX. Цель игры – замочить монстра Диабло, пройдя 4 акта, по пути роняя бесчисленное количество разнообразных монстров, ловкость и живучих которых зависит от уровня сложности. Опыт, деньги и вещи – основные метрики игры. Также доступна торговля шмотками, найм наемников и прочие радости, вовлекающие еще сильнее в игровой процесс. Честно, сам не любил в нее играть, только наблюдал, как опытный товарищ по общаге вершил правосудие над монстрами. При этом я получал удовольствие и давал советы. Далее Heroes of Might and Magic 3. Они же герои меча и магии, мега популярная пошаговая стратегия с элементами RPG, выпущена в 1999 году. Требования к компу еще ниже, чем в Diablo. Мой брат проводил в этой игре чуть ли не весь световой день, наравне с Алодами. Суть игры в третьей части не изменилась. Вы управляете героями, магами, рыцарями или нечистью. Прокачиваете их, добываете артефакты, растите армию мифических существ и регулярно ввязываетесь в битвы. Отстраиваете замки, захватываете новые земли и чужие владения. Очень интересно играть по сетке в мультиплеерном режиме. У игры миллионы поклонников по миру, множество карт, дополнений, различных читов и кодов. Геймплей затягивает с первой минуты, и если вы никогда ранее в ней не играли, не упустите возможности и сейчас. Age of Empires 3. Историческая стратегия в жанре реального времени, третья в серии. Вышла в 2005 году. Игровой процесс богат и увлекателен. Цель игры – колонизировать новый свет, взяв под руководство одну из 8 европейских держав. Кроме основной игры есть дополнение The War Chiefs, где предлагается сыграть за американские цивилизации, и The Asian Dynasty, где будет предложено сыграть за одну из восточных династий. Выбрать основную игру или ремиксы решать вам. Rome Total War. Еще одна прекрасная историческая игра, сочетающая жанр пошаговой стратегии и тактики в реальном времени, вышла в 2004 году. Действие игры происходит во времена расцвета Римской империи. Игроку предлагается возглавить одну из фракций Древнего Рима с 270 года до нашей эры по 14 год нашей эры. Игра примечательна своими масштабными баталиями, в которых могут участвовать тысячи воинов. Для любителей битв есть отдельные режимы – исторические битвы, где вы можете испытать себя на месте Ганнибала и других полководцев. Не забывайте и про мирную жизнь, развивайте торговые отношения, улучшайте экономику, запускайте политические интриги, помните о населении и своей династии, будьте свободны в выборе и тверды в намерениях, а удача улыбнется. Отступим немного от стратегий. Далее Ил-2 Штурмовик. Потрясающий авиасимулятор, предлагающий пересесть за штурвал легендарного Ил-2, внесших существенный вклад в великую победу над фашистами. Игрушка вышла в 2001 году, но по сей день входит в число наиболее реалистичных авиасимуляторов. Игра разделена на 8 крупных компаний, например, Смоленск 41 года, Сталинград 42, Берлин 45. Каждая компания содержит множество миссий, зависящих в том числе от выбранного типа самолета и стороны. Все 32 самолета, а с учетом модификаций их 77, реалистичны, спроектированы по настоящим чертежам, что добавляет четкости и крутизны в игровой процесс. Кроме самолетов, детально прорисованы наземные объекты и военная техника. Отдельный шик – это миссии по сети до 80 человек и создание собственных карт. Позже вышло множество дополнений игры, что свидетельствует о наличии большого числа поклонников и сейчас. Call of Duty 2. Популярный шутер от первого лица, вышел в 2004 году. В этот раз вам предстоит сражаться в роли бойца советской, американской или британской армии против немецких захватчиков. Каждая компания предлагает принять участие в наиболее известных сражениях, например, Сталинградской битве, высадке союзников в Нормандии или в боях на севере Африки. Задания очень продуманы и разнообразны. Тут вас ждет захват зданий, удержание обороны, обстрел колонн, уничтожение артиллерии и многое другое. Геймплей хорош, графика на уровне.
Миссии перекликаются с реальными событиями. Заодно подтяните свои знания истории и еще раз ощутите гордость за наш народ. В общем, если хотите еще раз чучу намандрючить немцам, то welcome. На этом все. Продолжение во второй части. Ссылка в описании и в плейлисте «Самые лучшие». Понравилось видео? Поставьте лайк и поделитесь с друзьями ссылкой в социальных сетях.